Всем привет! Сегодня кино про то, как я стал кошачьим аниматором. Видите, проплываю мимо рыбака. Вот этот рыбак тому причиной. Это у нас Арчик в обидках. Вот, демонстрирует свои прекрасные штаны. Итак, а что же случилось? А случилось то, что этот рыбак с женой и с собакой приехали отдыхать на 3 недели из Германии. Они живут в доме через один от нашего. Вот смотрите. Вот этот наш дом. Сейчас увидим. А слева, вот это наш дом, слева от него соседний участок. А вот это дом, в который приехала вот эта компания рыбаков. И они привезли с собой терьера. Я с ними поговорил. Ну, такое милое семейство из Германии. Собачка очень симпатичная. И выяснил про отношение вот этой собачки к котам. Оказалось, что отношение очень плохое, что терьер тренированный для охоты. В том числе вот малая живность вроде котов его тоже интересует с охотничьей точки зрения. Соответственно, это касается Арчика. Наш Арчик ходит гулять. Если Анфиса и кот Вилли, они как-то успокоились и гулять не ходят, то Арчик именно туда, то есть он перелазит через ограду, у него есть выход, он проходит на соседний участок. А вот между соседним участком и участком, куда поселились вот эти рыбаки и где собака, там такого забора нету. Проход свободный, ну, через кусты. Арчик идет туда и даже дальше. Недавно было видео на канале, как я его забирал вот с участка через 2 от нашего. У Арчика проблема. И мы решили некоторое время его не пускать на прогулки. Стали его гулять. Ирина первая сказала, что я теперь, говорит, кошачий аниматор. Занимаюсь тем, что развлекаю кота. Мы с ним гуляем, 2 раза в день его выводим погулять, но при этом четко контролируем, что он делает, куда идет. А он, в общем-то, регулярно предпринимает попытки пойти и с этим песиком познакомиться. Что делать? Что делать? Арчик он такой. Учитывая, что он очень физически, так сказать, хорошо подготовлен, то есть он прыгает, 2-метровая ограда для него вообще ничего. Он умеет лазить по сетке. Вот Анфиса лазить по сетке не научилась, не умеет. А Арчик запросто. Вот он просто берет и по ней карабкается. Вы помните, были видео на канале, где я пытался какие-то меры придумать. Если эти меры подействовали против Анфисы, то против Арчика бессильно вообще все. Сделать ему какую-то преграду вообще нереально. Это обнести 3-метровым забором сплошным весь участок, устроить. Это абсолютно нереально. Вот. Выпускать его, чтобы он пошел, чтобы нарвался на эту неприятность. А он как раз туда ходит. И вот как магнитом его туда тянет. Ну, жалко. Котика, честно говоря, жалко. А держать его дома заперти тоже. Все время заперти, ну как-то это неправильно. И вот стали гулять с ним. Стали гулять. И при попытке уйти за территорию, эти попытки нами пресекаются. Поначалу Арчик очень был расстроен. А потом постепенно он стал находить все больше интересных занятий на участке. Вспомнил, что раньше он прекрасно обходился без вот этих походов куда-то. И мыши есть, и побегать есть где, и за рыбами понаблюдать, да мало ли каких занятий. У меня вот есть теперь повинность. Он гуляет полчаса. И 15 минут с ним Ирина, а потом смена караула, 15 минут с ним я. Ну и коли уж мне гулять с котом, ну хотя я ему благодарен, больше времени буду проводить на улице, меньше за компьютером. Погода пока нормальная. И коли уж
это все равно мне придется делать, само собой беру с собой камеру. Я снимаю вот все последние ролики, все снятые айфоном. 12-й iPhone, я просто им снимаю. Камеру уже забыл, когда использовал мою Canon мощную камеру, но пока нет сюжетов для нее. Ну, иногда еще есть съемки дроном. Вот я на доске был, это вот сын запустил дрон и снимал. Я сделаю большой ролик про вот это катание на доске. Там как раз будет коллизия с лебедем, мешали выплыть, потом мешали заплыть. Вот, было всякое интересное. И просто покажу по округе некоторые места, расскажу, мимо чего я проплываю. С дроном очень хорошо получилась съемка, мне понравилось. Вот смотрите, Арчик, он постепенно выработал хитрость. Дню к 4-му, к 5-му вот своего такого ареста, он понял, что если вот просто идти к забору по-честному и начинать перелазить, то его, мало того, что его снимают, его еще могут домой вот, отправить. Поэтому он понял, что надо это все делать тайно. И он до того развился, что стал прикидываться, ну, я вот под кустом лежу. То есть он ложится под куст, и якобы, ну все, я отдыхаю, вы тоже можете расслабиться, заняться своими делами, я вас не беспокою. И стоит отвлечься, а он наблюдает за нами. Если видит, что вот я отвлекся, например, он тут же огородами, вот, смотрите, он взял, стартовал туда, там гнездо лебедя, вот за этим деревом было вот то место, где лебеди свили гнездо, вот у нас зимой и весной. Целая эпопея была с этим гнездом, с птенцами. Вот. И он пошел туда. А у нас вода сильно отступила в озере. И там теперь можно пробраться. А вода отступила капитально. А дождей не было довольно долго. Было вообще великолепный сентябрь, просто потрясающий. Вот от начала сентября до 16 числа, ну просто великолепная погода. Ну вот он пришел. Вот. Тут уже немножко грязновато, поэтому штаны будут немножко не белые, а такие серые. И он стоит, прикидывает. То есть впереди там есть сетка, по которой он карабкается вообще без проблем. Вот. Сейчас он немножко постоит, подумает, и потом просто пойдет уже по воде. Ну там мелко, там просто мокрая такая почва грязная, он просто по ней идет. И в какой-то момент я понимаю, что мне, во-первых, надо идти за ним во все вот это. Вот. Я надеюсь, что мне удастся его остановить голосом. Вот, строгим. Но не факт. А если не удастся голосом, придется его брать на руки и уносить оттуда. А вот эти хозяева пса как раз на месте, как раз я их видел, на лодке сидят, рыбачат. Соответственно, пес, они его водят на поводке по улице, там все нормально. Но когда они в доме, вот на территории, он, естественно, по территории бегает сам по себе. Ну все, Арчик решился, придется ему кричать. Арчик! Ну вот он уже собирался прыгать, я его окрикнул. Только попробуй, гадина, чтобы я в это болото полез. Ну да, он передумал, но он говорит, ну другой вариант найду, не переживай. А я не переживаю. Вот, сейчас полчаса истечет, и пойдешь ты, друг, домой. Вот, слышишь, собака лает? Тебя ждет, когда ты придешь. Да, терьер. Как раз по твоей специальности, да. Вот он сидит, надеется, что я, может быть, отвлекусь и уйду. Но в итоге нет. Понял, что нет, ловить нечего. А потом сидит в обидках и поет очень свою печальную песню «Отпустите меня немедленно погулять». А в это время вот Анфиса, она целый день, вот фактически целый день проводит на улице. И как бы за территорию носа не сует.
А вот Арчику там как медом намазано, как... Вот обязательно его надо и именно туда. С псом познакомиться, да? Ну, пес серьезный. Серьезный и натасканный охотничий. Так что рисковать мы просто не будем. Да, ну вот это душераздирающая сцена, вот эти белые штаны, которые немножко серые после этих походов. А что поделать? Что поделать? Приходится нам работать кошачьими аниматорами, развлекать Арчика, его выгуливать. Ирина по вечерам играет с ним вот этой удочкой. Вот. То есть у него есть такие развлечения. А на этом все. Подпишитесь на канал, включите уведомления, поставьте лайк. Всего вам самого хорошего. Пока-пока.